Простейший рецепт вкуснейшего завтрака. И не только завтрака, но любого перекуса. Берем вот такие обычные овсяные хлопья. Здесь у меня 250 грамм. Добавляем сюда 150 миллилитров жидкого меда. Теперь это хорошенько перемешаем. Эту смесь меда и овсяных хлопьев переносим на противень, который застелен бумагой для выпекания. Распределите равномерно по всей вот этой бумаге. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 10 минут. Прошло 10 минут, дожидаемся, пока вот эта смесь остынет. Пока овсянка с медом остывает, поджарим вот эти орешки в духовке. Здесь у меня по 100 грамм миндальных орехов и земляных орехов. Нам понадобится обычный противень и бумага для выпекания. Обязательно разровняйте, чтобы одним слоем были орехи. И ставим в разогретую до 180 градусов духовку минут на 7-10. Прошло 10 минут, посмотрите на наши орешки. Пока они горячие, перенесем их на чистое кухонное полотенце. С помощью полотенца, пока они горячие, немножечко вот так вот пожимаем их, чтобы ненужная кожица отошла. Теперь эти орешки нам нужно измельчить. Можете просто ножом порезать их мелко или можете воспользоваться кухонным комбайном. Как вам удобнее. У меня есть вот такой чудесный кухонный комбайн, и я им воспользуюсь. Насколько мелко измельчить, решайте сами. Это уже по вашему вкусу. Вот как я измельчила орехи. Овсянка с медом к тому времени уже полностью остыла. Теперь переносим ее вот в такую глубокую посуду. Измельчите руками, насколько мелко вы хотите, тоже по вашему выбору. Добавляем измельченные орехи сюда же, перемешаем. И на этом все. Вкуснейшие мюсли, или здесь еще их называют гранула, готовы. Вот это вот наш любимый вариант мюсли или гранолы. Франко очень любит орехи, и вот эти мюсли мы кушаем постоянно. Мюсли можете разнообразить разными дополнительными добавками. Например, сухофрукты, изюм, например. Очень хорошо подходит. Изюм нужно заранее помыть и высушить обязательно. Также можно добавить шоколад. Если вы любите послаще, можно измельчить на маленькие кусочки шоколад или же натереть на крупной терке, как вы хотите. Еще раз все это перемешаем. Попробуйте обязательно. Очень и очень вкусно. И что самое главное, очень полезно. Обязательно приготовьте. Храните эти мюсли в чистой, сухой посуде. Накройте крышкой и кушайте с удовольствием. Приятного вам аппетита! Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь нашими рецептами со своими друзьями и пишите комментарии.